Всем привет из солнечного Батуми, Грузия. Это канал Не Местные. И сегодня я расскажу вам немного про сезон в Батуми 2024 года. Какая погода сейчас в Батуми, какая температура моря, как вообще добраться можно в Батуми. Открываются много прямых рейсов из России, я имею в виду из городов России. Посмотрим несколько интересных мест. Пляж, как много людей здесь уже. Информация актуальная на конец июня, начало июля. Так что поехали. Вообще, я сегодня решил пройтись по набережной Батуми вдоль моря. Сейчас свернул на лесопосадку, потому что очень жарко и такое яркое солнце. Пройду здесь. Очень красиво, смотрите. Она такая узенькая, но чувствуется даже немножко другой воздух. Ну и, конечно, нет изнуряющей жары. Начнем с того, как можно добраться до Батуми из России. Если еще полгода назад очень ограниченное количество маршрутов было, то сейчас их огромное множество. Начнем, наверное, с самого долгого и самого экономного. Это добраться на автобусе до Батуми. Автобус, да, есть. Из Москвы он ходит. Примерно 8 тысяч рублей стоит. Ходит не так часто, но можно добраться и купить билеты. Но ехать очень долго, примерно около 1,5 суток. Так вот, кому не хочется столько много времени проводить в автобусе, вы можете добраться на машине. Это все-таки чуть-чуть побыстрее будет. На машине тоже можно через Верхний Ларс. Пробок сейчас нет, без проблем можно проехать сначала до Тбилиси и дальше до Батуми. Дорога хорошая, так что можете так ехать. Ну и самый быстрый способ добраться до Батуми — это, конечно, самолет. Очень удобно, конечно, сейчас сделано. Открылось много прямых рейсов из разных городов. Например, из Москвы, из Питера, из Сочи. Ежедневные рейсы, прямые. Цены, да, высоковатые, зато без всяких хлопот, проблем. Садитесь в вашем городе, прилетаете в Батуми. Еще прямые рейсы запустились именно в июле из Минеральных Вод, Екатеринбурга, Уфы, Самары и Казани. Цены вы можете посмотреть на сайтах. Цены вы всегда можете посмотреть в агрегаторах или авиакассах вашего города. Все предельно просто. Покупайте, приезжайте. У подхода к пляжам есть различные активности. Например, такие классные средства передвижения. Есть самокаты, вдоль всей набережной поездить можно. Вот такие вот интересные супер велосипеды. В общем, много всего. Они ждут своих клиентов. Пока мало катаются, но сезон только-только начинается. По поводу пляжей Батуми, они, как известно, галечные, и поэтому рекомендуется на ноги надевать какие-нибудь такие тапочки. Вот такие, видите? Специально, чтобы ноги не резали камешки. У кого нежная кожа. Видите, тут идет примерка. Полным ходом уже жизнь, покупки. Что касается сезона в Батуми. Начинается он в июле. Длится весь июль, август и даже сентябрь, потому что в сентябре тоже хорошая погода. В сезон можно купаться, загорать, очень много солнечных дней. Что по температуре, например, в июле средняя температура воздуха 26-27 градусов, в августе еще жарче 27-28, это средняя. А в сентябре бархатный сезон, немножко спадает жар, 24-25 градусов, очень комфортно, супер комфортно, дождей практически нет, солнечно, море еще теплое. Да, что касается воды в Черном море,
В конце июня уже она прогревается до комфортных 24-25 градусов. В июле уже около 25-26 градусов. В августе 26-27, бывает даже выше. Ну и в сентябре немножко спадает до 25. Но тоже очень комфортно купаться. А я уже дошел до старой части города. Вообще Батуми маленький, небольшой. Можно за 40-50 минут пройти весь город. Так вот, бульвар Батуми. Очень комфортная территория. Озелененная, много деревьев, кустиков, травы, скамейки, фонтанчики. Это мое самое любимое место, наверное, в городе. Полюбуйтесь. Да, хотел бы напомнить, что чтобы приехать россиянам в Грузию, не нужна никакая виза, просто загранпаспорт действующий. Вам ставят штампик при заезде, и 365 дней можно здесь находиться, не выезжая никуда. А вообще много информации есть в нашем выпуске, который мы делали в прошлом году. Вот здесь будет ссылочка, переходите, смотрите. Гуляя по набережной, ну, конечно, невозможно не подойти к морю. Оно так маняще шумит, поэтому давайте это сделаем сейчас. Ну, как мы видим, людей еще не так много. Вообще они есть, вот лежат на лежаках, но их не так много. Начало сезона только все еще впереди. И по сравнению с Краснодарским краем, это, конечно, совсем практически нет людей. Меня чуть-чуть не обрызгала вода. Сегодня такое суровое море, бушующее. Цвет воды потрясающий. Как вы видите, люди уже купаются. Значит, уже тепло. Но сейчас около 25 градусов. Смотрите, в каком красивом месте я нахожусь. И это не ботанический сад. А если вам интересно посмотреть про ботанический сад Батуми, мы тоже там были и сняли шикарное видео. Вот здесь ссылочка. Что мне еще очень нравится в Батуми, вот на протяжении всей набережной стоят вот такие классные, довольно современные воркаут-зоны, где можно позаниматься, подтягиваться на разные группы мышц. Ну, такой мини-тренажерный зал. Это же здорово. Их постоянно облагораживают, появляются новые. Но вообще очень много их. Я вот знаю, ну, штук 10, наверное, таких зон. Очень круто. Это еще не самый большой. Есть побольше, есть прям такие целые павильоны. Очень круто. Молодцы. Ну а если кому-то не нравится вдруг море, приезжайте в Грузию, в горы. Тут шикарные, потрясающие горы. У нас, кстати, был выпуск, самый первый выпуск на нашем канале. Вот он здесь. Осванети, самый популярный курорт Грузии. Очень красиво, конечно, посмотрите. И у нас еще скоро будут снова оттуда выпуски, уже новые. Будет более большой обзор про горы, может быть, даже боржоми захватим. В общем, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, если вам интересен такой контент. Пока!